есть маленькое, то есть чувствуешь сильное страдание, да, вот эти наказания, но настоящее желание предаться, оно рождается, оно маленькое-маленькое, и оно рождается только когда находишься в саду санги. Оно тогда становится таким, как бы, ну, как сказать правильно, ну, актуальным, что ли. А все остальное время, даже если ты страдаешь, то нету, как сказать, ты понимаешь, что ты страдаешь, но сделать ничего не можешь. Такой вот момент. Like when you suffering a lot, like you understand that you are suffering, but only when you in nice association with spiritual master, only then this desire to surrender is really manifesting. But when you suffering, like not like this desire is like so much growing. That means you're not suffering enough. Это означает, ты не страдаешь достаточно. When you're suffering enough, you'll be like, I got to surrender to Krishna. Потому что ты, когда достаточно страдаешь, ты скажешь, я должен предаться I'm Кришне. suffering because I'm refusing to surrender to Krishna. Я страдаю, потому что я отказываюсь предаться Кришне. But association helps to purify our consciousness. Но общение, оно помогает очистить наше And сознание. by association, we're hearing all of these instructions. И через общение мы слушаем все эти наставления. So it purifies our consciousness and then reminds us of spiritual reality. Это очищает наше сознание, напоминает нам о духовной реальности. And then by the mercy of Guru and Krishna, you hear these instructions, you'll be like, what am I doing? И тогда по милости Гуру и Кришны ты слушаешь эти наставления и думаешь, чем я вообще занимаюсь? I'm not engaging in devotional service seriously. Я не вовлечен в преданное служение I'm being серьезно. servant of Maya, illusion, not the servant of Krishna. Я был слугой Майи, иллюзии, я не был слугой Кришны. If you're fortunate, you get mercy, you can hear those instructions and come to your senses. Если ты удачливый, ты можешь получить милость и тогда прийти в свои чувства, And вернуться. then the callousness in covering gets lifted. И тогда вот эта черствость, она поднимается. And then we can truly realize what is our position or condition. И тогда мы можем по-настоящему осознать свое положение. So if we're so callous, so covered over that the heavy lashes are not motivating us to surrender to Krishna. Если мы такие черствые и покрытые, что тяжелые удары, они не мотивируют нас предаться Кришне, Then mercifully Krishna gives us association of Vaishnavas тогда милостливо Кришна, Он дает нам общение с who вайшнавами, read the scriptures, которые читают Писание, which is perfect knowledge coming from the perfect source. которые являются совершенным знанием, приходящим из совершенного Then источника. if we're a little bit simple and you can hear those instructions, you'll understand it. И тогда, если ты немножко прост и можешь услышать эти наставления, то тогда ты поймешь их. You'll understand why you're suffering and what's required to get free from your Ты suffering. поймешь, почему ты страдаешь и что необходимо для того, чтобы избавиться от этого. But most people, they cannot perceive their suffering. Но большинство людей, они не могут воспринять свои страдания. Even sometimes, you see these drunkards or people, they're all beat up and their blood is coming off of them, and they cannot perceive that they're in a suffering condition, that their life is completely abominable. Даже вы видите этих пьяных людей, которые побиты, избиты, кровь у них бежит, но они не могут даже понять, насколько отвратительна их They жизнь. think they're having fun. Они думают, что у них веселая жизнь. So Maya, that's one of the tricks of Maya, is she makes you think that you're all right, that you're happy. Один из трюков Майи это то, что она заставляет тебя думать, что у тебя все нормально, что ты счастливый. Even though really you can't possibly be happy. Даже несмотря на то, что в реальности ты вообще не можешь Just быть like a счастливым. hog's life, they're happy. Это как жизнь свиньи. Она счастливая. They're eating stool and they're laying in the sun and they don't have to work at the factory. Она кушает испражнения, лежит на солнышке, ей не надо на заводе работать. And they think they're happy. И они считают себя счастливыми. But they're hogs. Но они свиньи. So that's illusion. Это иллюзия.
That's what Maya does. She covers you over and makes you think that you're happy in a situation where you can't possibly be happy. Это то, что делает Майя. Она делает так, что ты чувствуешь себя счастливым в ситуации, где ты вообще не можешь быть That's one счастливым. of her potencies. Это одна из ее And the потенций. other potency is she just keeps dragging you away from surrender to Guru and Krishna. И другая ее потенция в том, что она просто продолжает тебя утягивать от предания Кришне. She just drags you off of the path of pure bhakti. Она утягивает тебя с пути чистой бхакти. That's also a trick of Maya. Это также трюк Майи. So to counteract that covering or contamination and that ill advice, we need to have good advice in association of Sadhu Guru Vaishnavas. Поэтому, чтобы превзойти вот это осквернение, покрытие, этот плохой совет, мы должны получить хороший совет в хорошем And by общении. the mercy of Guru and Krishna, those instructions and words will enter into us and purify our consciousness. И тогда по милости Гуру и Кришне эти наставления войдут внутрь нас и очистят наше сердце и And then сознание. we'll come to our senses and realize, oh, this instruction is for my benefit. И тогда мы придем в чувство и поймем, это наставление для моего блага. I should immediately accept this. Я должен сразу же это принять. And if we won't immediately accept it, it just means we're not simple and we're not in sufficient nice consciousness. И если мы не принимаем это сразу же, это означает, мы не просты, не находимся в должном, достаточном, хорошем сознании. That means we're convinced that we can be happy separate from surrendering and serving Krishna. Это означает, что мы убеждены, что мы можем стать счастливыми независимо, не предаваясь So we Кришне. must be cheated again and victimized again Поэтому мы должны быть обмануты опять и стать жертвой and опять. punished again И быть наказанными опять. because we're not getting the point. Потому что мы не получаем But суть. someday, some life, we'll get the point. Но один день, одна жизнь, мы поймем, That real peace and real happiness will only come if you agree to surrender and serve Krishna and cooperate. что настоящее умиротворение и счастье, оно придет тогда, когда ты согласишься предаться Кришне и сотрудничать And с Ним. that's a universal truth meant for every single living entity. И это вселенская истина, предназначенная для каждого живого Every living существа. entity is Krishna Nityadas, eternal servant of Krishna. Каждое живое существо является Кришна Нитьядасом, вечным слугой And Кришны. the chief function of that living entity is to surrender and serve Krishna. И главная функция этого живого существа – предаться и служить Кришне. And material energy and all material desires are saying opposite thing. А материальная энергия, материальные желания не говорят You don't противоположное. have to surrender to Krishna. Тебе не надо предаться Кришне. So who will we believe? Поэтому кому мы поверим? What instructions will we accept? Какие наставления мы примем? That's up to us. Это от нас зависит. It's individual. Это индивидуально. Okay? Gurudev is very merciful. Prabhupada is very merciful. He creates International Society for Krishna Consciousness, an opportunity for souls to come together to hear good instructions. Гурудев очень милостивый, Шрила Прабхупада очень милостивый. Он создал это международное общество сознания Кришны, чтобы живые существа они могли получить To это. hear Krishna's instructions. Могли слушать наставления That's Кришны. the point of ISKCON. Это суть Искон. That's all the point of ISKCON is. Это вообще весь смысл Искон. To create a place or facility where souls can come and hear Krishna's instructions. Это создать такое место и условия, где души могут прийти и слушать That наставления it's in Кришны. their best interest to surrender to Krishna. И это, что в их самом лучшем интересе, это предаться And then to Кришне. learn how to serve Krishna И научиться, как служить Кришне. by associating with devotees who are serving Krishna. Общаясь с преданными, которые служат Кришне. That's ISKCON. Вот это Искон. That's what ISKCON's supposed to be, not more or less than that. Это то, чем должен быть Искон. Не больше и не меньше этого. Prabhupada says it's the mission of ISKCON. Прабхупада сказал, что это миссия Искон. So if that association and that hearing is not there and it doesn't lead you to surrender to Krishna, then what's the point of ISKCON? И если это общение, оно не ведет тебя к преданию Кришне, то тогда в чем суть Искон, смысл? And we need to hear this every day. И мы должны слушать это каждый день. Because if we don't hear this, we'll just be hearing Maya. Потому что если мы это не будем слушать, мы просто будем слушать And Майю. she's saying opposite things. Она будет говорить противоположные вещи. So Prabhupada said, Nityam Bhagavata Sevaya, every day you should hear these instructions. И Прабхупада говорит, Нитья Бхагавата Сева, каждый день ты должен слушать эти And наставления. come to your right senses about what is in your best interest. И прийти в свои чувства, что является в твоем самом высшем So интересе. that you will agree
and cooperate and surrender and serve Krishna. Чтобы ты согласился сотрудничать и предаться и служить Кришне. And not Maya. И не Майе. If we're not hearing this instruction, then what else are we hearing? И если мы эти наставления не слушаем, то тогда что мы All слушаем? materialistic people, they're saying opposite thing. You don't have to surrender to Krishna. Все материалистичные личности, они говорят противоположное. Тебе не надо предаваться Кришне. Right? The husband saying, don't surrender to Guru and Krishna, you surrender to me. Муж говорит, ты не предавайся Гуру и Кришне, предайся мне. You don't have to serve Guru and Krishna, you have to serve me. Ты не должна служить Гуру и Кришне, ты I'm the должна one служить paying to мне. keep these lights on and to put something in your stomach. Это я тут проплачиваю, чтобы свет горел и в желудке у тебя что-то So you лежало. got to serve me, you got to please me. Поэтому ты должна служить мне и удовлетворить меня. They're not saying you have to please and serve and surrender to Krishna. Они не говорят, ты должна служить, удовлетворить Кришну. They're competing with Krishna. Они соревнуются с Кришной. Do you want to serve the real Krishna or the imitation Krishna? Вы хотите Кришне настоящему служить или имитации? Will there be any real peace and happiness serving the imitation Krishnas? Будет вообще какое-то умиротворение и счастье, служа имитациям Кришны? You get opposite result. Вы получите противоположный You get результат. more punishment. Получите еще больше Not наказания, less. не меньше. You get more misery and anxiety, not Получите еще less. больше страданий и несчастья, не меньше. So make Krishna your husband. Поэтому сделайте Кришну своим мужем. And think that let me just surrender and serve and please him. И думайте, что дайте-ка я буду служить и Then удовлетворю you'll be его. peaceful and happy. Тогда вы будете умиротворенным и счастливым. You're surrendering and serving the imitation Krishnas who are demanding attention away from Krishna. That's never going to make you happy. Если вы служите имитациям Кришны, которые отвлекают ваше внимание от Кришны, то это не сделает вас умиротворенным и Just счастливым. ask anyone who's married to one of these imitation Krishnas. Спросите любого, кто замужем за имитационным Кришной. It's not my philosophy. Это не моя философия. I'm just repeating what Krishna says and previous acharyas are saying. Я просто повторяю то, что Кришна сказал и предыдущие ачари сказали. Truth is truth. Истина есть It's not истина. my truth or your Это truth. не моя истина или ваша истина. Right? Prabhupada says, who cares about your opinion? Прабхупада сказал, кому какое дело до вашего мнения? Who cares about my opinion? Кому какое дело до моего What мнения? is Krishna's opinion? Какое Кришны мнение? That we should try to understand. Вот это мы должны стараться понять. And if we won't understand it and accept it internally, then we need association of devotees. И если мы не можем понять это внутренне, то тогда нужно общение с преданными. Devotees means that they come and they give you Krishna, they remind you of Krishna's instructions. Преданные это означает, что они приходят к тебе, напоминают тебе наставления Кришны. If they're not reminding you of Krishna's instructions, then what is the meaning of that И association? если они напоминают тебе о наставлениях Кришны, то тогда в чем смысл этого общения? It's just asatsanga, material association. Это просто асад санга, материальное общение. It's actually quite simple. Это в действительности все очень просто. But we're not so simple. Но мы не такие простые. Because we have material desires and other ideas, Потому что other у нас есть материальные желания, другие идеи, другие планы. We think that anything we do, well, I'll just offer it to Krishna. Мы думаем, все, что бы я ни делал, я буду Кришне предлагать. Then that's surrender, И вот это предание. and that should work. И это вот... That should work. это должно работать. Prabhupada says not that you do anything and then after you say, oh, by the way, Krishna, that was for you, that was my surrender. Но Прабхупада говорит, это не то, что ты делаешь все что угодно, и говоришь, о, кстати, Кришна, это вот было мое предание, это для тебя. Prabhupada said that is not devotional service. И Прабхупада говорит, это не преданное служение. Krishna tells you what he wants you to do. Кришна, он скажет тебе, что он хочет, чтобы ты делал. Internally and externally through the spiritual master. Внутренне и внешне через духовного And through his учителя. instruction in the Shastra. И через свои наставления в шастрах. It's very clear. Это очень It should be ясно. crystal clear. Это должно быть кристально Shouldn't be ясно. any like, what am I supposed to do? Это не должно быть, а вообще, что я должен делать? Sometimes I would spend hours and hours and hours explaining detail of what exactly you're supposed to do. Иногда я провожу часы времени, в деталях объясняю, что ты Many должен times сделать. to many devotees I did this. Много раз с многими преданными я это сделал. And then over time, everything starts getting watered down and compromised. И со временем все было разбавлено и было на компромисс пущено. And they're adding their own deliberation, own idea or opinion to it. Добавили собственные размышления и мнения по этому Making поводу. excuses. Нашли оправдания.
being lazy. были ленивыми. Oh, that's not so important. Ну, вот это не так And by важно. the time it's all done, it's practically everything is missing. Поэтому со временем, когда все уже сделано, это все пропало And уже. then nothing's working И nicely. ничего не работает хорошо. And then in our mind, we're following everything Guru Dev has asked us to А do. в нашем уме мы всему следуем, что Гурудев нас попросил So делать. then how's it not working? Now you have no faith in the Guru, no Так- faith in the instructions. Тогда почему это все не работает? Тогда у тебя нет веры в гуру и в наставление. Isn't this how it works? Разве это не то, как это работает? If we're exactly following the instructions, crystal clear instructions, it will exactly work. Если мы в точности следуем кристально ясным наставлениям, это будет в точности работать. Because it's a science. Потому что это наука. And then when devotees find that they're completely messed up, then they come back and they say, well, what were my instructions again? И когда преданные обнаруживают себя в полном бардаке, они приходят и говорят, а какие у меня там наставления были еще раз? And then they hear the instructions and they're like, wow, I feel like I've not heard that for a long time. И тогда они слушают эти наставления и говорят, о, мне кажется, этого вообще давно не слышал. So Maya just, incrementally just starts chopping away and twisting and covering over the original instructions. Майя, она просто по кусочкам начинает отрубывать и покрывать изначальные наставления. And before you know it, the original instruction is like lost. И до того, как ты разобрался, уже изначальные наставления утеряны. Therefore Krishna says, I have to come again. Поэтому Кришна говорит, я должен прийти вновь. So we're supposed to make the instructions our life and soul. Мы должны сделать наставления эти своей жизнью и We're душой. supposed to know clearly what Guru and Krishna want us to do. Мы должны в точности ясно знать, что Гуру и Кришна хотят. Otherwise, how can you А surrender? иначе как ты можешь предаться? And how will your surrender bring you the results that you're looking И for? как твое предание принесет тебе результаты, которые They ты must ищешь? be exactly connected to Guru and Это Krishna. должно быть в точности связанным с Гуру и Because с that's where the Кришной. instructions are coming from. Потому что это то, откуда приходят эти наставления. Now, if you put faith and you surrender to the instructions, you get a great results. That should really strengthen your faith. И если ты вкладываешь веру и следуешь наставлениям, и все получается, это должно увеличить твою веру. And when you doubt it and you twist it and you don't accept it, don't surrender, you get an opposite result. И когда ты сомневаешься, изменяешь это все, то ты получаешь другой результат. And when will we finally figure that out? Когда мы наконец в этом разберемся? But in our minds, we're like, no, I have a very clear understanding, Но в нашем уме у меня вообще ясное and понимание. I'm following everything. И я вообще всему следую. So why is it not working? А почему тогда это не работает? We're missing the subtle points, Мы упускаем тонкий момент. or worse than that, we're missing even the gross points. Или хуже, мы упускаем грубый момент. It's very subtle philosophy. Это очень тонкая философия. Mood, consciousness, meditation, motivation, these things very subtle. Умонастроение, сознание, медитация, мотивация, эти вещи очень тонкие. It's not just about the body doing a function. Это не то, что как тело выполняет какую-то функцию. It's all the little subtleties that also have to be understood and practiced. Это все эти маленькие тонкости, которые нужно понять и практиковать. What is your mood? Каково твое What умонастроение? is your heart's motivation? Какова мотивация твоего сердца? Oh, like that. Вот такие вещи. So Gurudev is explaining all the subtleties as well, И Гурудев, он также объясняет все эти тонкости. not just the external physical activity. Не только внешнюю физическую деятельность. The mood of the disciple, Умонастроение ученика, mentality, вот это вот умонастроение. are we nicely accepting it? Хорошо ли мы Are принимаем we это? putting full faith in the instruction? Вкладываем ли мы полную веру в Do we have наставление? complete, clear instruction, understanding exactly what we're supposed to do? Есть ли у нас очень четкое, ясное понимание наставлений, что мы должны делать? Are we grumbling and complaining, Жалуемся мы и ворчим, kicking and screaming? пинаемся и кричим? Are we treating the devotees and other living entities properly? Относимся ли мы, поступаем ли мы с преданными и другими живыми Are we in существами a правильно? proper, mood and state of consciousness? Есть ли у нас правильное умонастроение и состояние сознания? Are we being humble? Мы смиренные, Are we tolerating? Are терпеливые, we being respectful? уважительные? Are we chanting purely? Воспеваем ли мы чисто?
All these things will help us to do our devotional service. Все эти вещи помогут нам делать преданное служение. Don't just think, oh, my job is to go out and sell paintings. Не думайте, что моя работа это просто эти картины распространять. That's it. И все. And so just by doing that, you're going to get everything. И просто делая это, мы все получим. It's much deeper than that. Это гораздо более глубже, чем It's это. much more subtle than that. Это гораздо более тонко, чем That's это. what makes it either spiritual or material. Это делает это либо духовным, либо материальным. This is not a material business. Это не является материальным бизнесом. But are we looking at it like that? А смотрим ли мы на это вот так? How is this devotional service? Как это преданное служение вообще? So all the subtleties must be understood as well. Поэтому все тонкости должны быть также поняты.